Что ж, я всех приветствую, друзья. Итак, для этого видео я взял на обзор весьма интересный мини-компьютер, который по сути так и называется мини-ПК модель PC10. И что самое интересное, это не интеловский нюк Canyon, точнее это он, но это не он, а от компании MyBenben. Такое тоже бывает. В общем, внутри стоит, значит, процессор, на секундочку, i7 11700B на 8 ядер 16 потоков. И стоит такой ПК, например, на Озоне 58, там 60 тысяч. Я, кстати, не впервые встречаю именно такую историю у данной компании MyBenben. Они выпускают тоже нюк модели, если помните, но чуть меньше размером. Я даже снимал на него видео, и вроде бы зрителям даже понравилась та модель. И это тоже, думаю, будет интересно, потому что она может все то же самое, но только еще больше. Это также модульный компьютер, и прокачивается он вручную. Ставить можно любой объем оперативной памяти, любой SSD-накопитель, и даже можно поставить длинную видеокарту, на секундочку, до 30 сантиметров на 3 вертушки. Я бы сказал, это одно из тех решений, где ты просто не хочешь париться со сборочками мини-компьютера вручную, собирая каждую деталь, вымеряя до сантиметра, а тут все уже по сути готово. Есть модели такие же, я видел продажи со встроенной оперативой и даже встроенный SSD, есть без встроенной, как в моем случае, и можно по-своему, в общем, расширять. Короче, в этом видео проверим, что можно сделать из данной машины, поставим предельно допустимую по мощности видеокарту внутрь, например, скажем, RTX 4070 Super, запустим игрушки в 4К и Full HD, оценим температуру и прочее, и сделаем это сразу после небольшой рекламной паузы в честь предстоящих праздников. Друзья, я думаю, все уже знают, что скоро намечается День Святого нашего видео. Итак, что ж, в общем-то, комплектация, я думаю, все уже видели, и в начале видео все было понятно. Там особо мало чего интересного, разве что сменная панель и стикеры чисто по приколу, это то, что мне понравилось, но куда интереснее это качество самого компьютера, и тут, конечно, без лишней болтовни скажу, что да, это интересная вещь. Intel делали вот действительно раньше очень прикольные штуки, именно в недавнем прошлом. Корпус тут очень крепкий, если бы этот корпус продавался по отдельности, я думаю, он стал бы просто топ продаж. Продумана каждая деталь, буквально разбирается сам корпус тоже очень просто. Снимается тыльная крышка на 4 винтах, далее на защелках снимаются боковые панели по обе стороны, и в конце отщелкиваем верхнюю крышку, на которой, на секундочку, нацепили целых 3 вертушки по 90 мм. Все они крутятся как один цельный и служат для выброса воздуха из корпуса по консольному типу, скажем так. На вдув нет вентиляторов, но это нормально для корпуса размером с коробку из-под обуви. Ну ладно, окей, далее что по железу, то я выше сказал, у нас модульная конструкция. Это значит, что плата с процессором и слотами под оперативу и SSD накопителями, все это на отдельном модуле, что вставляется в PCI слот, и ее можно снять и заменить, если вам это нужно, но заменить на более, скажем, мощную плату, такую же, но только с i9 11900. И честно, я не вижу в этом вообще смысла, потому что i9 11900B, по-моему, точно такой же, что в этой сборке i7 11700B, тоже на 8 ядер 16 потоков и тоже с теплопакетом 65 Вт. И при этом в бусте выдает, может, там 70. Просто там, ну, как бы частота ядер немножко выше, а толку от этой частоты там на 200-300 Гц, ну, я не знаю, там 3-4% разницы, так что и так вполне, я думаю, сойдет. Это абсолютно нормально. В общем-то, я выше рассказывал, что это базовая, скажем так, модель, то есть голая модель без SSD и оперативной памяти, но я решил, в общем-то, дальше прокачать все это вручную по-своему и отдельно прикупил SSD-шник на 1 терабайт, самый обычный, по-моему, там за 6000 я его взял на Озоне, и при этом еще на распродаже купил 32 оперативы, 2 плашки по 16 на частоте 3200, и это память SO-DIMM DDR4, то есть обычная ноутбучная. Да, это максимальная частота 3200, что поддерживает данный модуль, то есть в этом компьютере с этим сокетом, но зато у него есть поддержка NVMe накопителей X4, и это именно тот слот, что находится внутри модуля. Он самый быстрый. Те, что идут уже на корпусе, то есть, например, в нижней части можно снять такую пластиковую заглушку, в общем, там есть еще один вход, так вот, они вне модуля, эти слоты на скорости X3, то есть медленнее, так что имейте в виду, если кто решит ставить SSD-шник, то самый быстрый слот именно внутри модуля, в этой самой, тот, что находится внутри самой материнской платы. Вот, в общем-то, это то, что касается базовой части комплекта, то есть процессора, памяти, накопителя, но у нас еще есть, кстати, блок питания, и он, на секундочку, комплектный, имеет сразу 2 свободных коннектора 8 пин под видеокарту, то есть, по идее, можно сюда запихнуть видяшку с питальником 16 пин, ну, то есть, такую, знаете, довольно мощную. Сам
сам блок при этом я не стал прям снимать его, проверять, но по сути по маркировке, что можно рассмотреть, это золотой SVX питальник, то есть от фирмы FSP на 650 Вт, и при этом маркировка у него 57 SAP. И в инете про него, ну, мало что я вообще узнал какой информации. Все, что я нашел, это то, что это чуть ли не какой-то там специальный блок питания, созданный отдельно для этой модели Nuke от компании FSP с короткими проводами. И это точная копия, некая точная копия блока под названием Dodger Pro, и тоже от компании FSP. Цена у него, ну, примерно так 10-12 тысяч рублей. Это считается честный блок на 650 Вт по линии 12 вольт, и по идее должен точно, ну, обязан потянуть 4070 Super, что съедает в пике там не больше 200 Вт. Короче, давайте, наверное, сразу вставим уже при этом видеокарту, раз уж о ней зашла речь. И в моем случае я взял у знакомых блогеров на время тестов политовскую 4070 Super, так сказать, чтобы заценить максимальный перформанс мини-компьютера. И, наверное, это слишком мощная видеокарта для этой сборки, хотя да, она влезла и даже влезла с подключением переходничков, колокольчиков по 12p, но я честно вижу идеальной картой в этом компьютере, ну, скорее всего, 4060 Ti. Причем ту 4060 Ti, что имеет 3 вертушки, и даже она влезет в этот мини-компьютер. Или можно взять вообще на 2 вертушки просто обычную политовскую Dual 4060 Ti, тоже поместится без проблем. А данная 4070 Super, она скорее, ну, больше под тесты в 4К, потому что Full HD такой процессор 11700B вряд ли, я думаю, загрузит видеокарту на полную, хотя нужно проверять. Но в 4К напротив весь упор уже будет, я думаю, скорее всего, видеокарту 4070 Super, и она, по идее, должна заработать, ну, местами, скорее всего, на полную. Проверим, в общем, что у нас получится. Я решил запустить в тестах Counter-Strike, Cyberpunk, Forza 5 часть, и все это буду тестировать по умолчанию в режиме баланс прямо из коробки. В общем-то, начнем. Итак, запустим Counter-Strike, все настройки на очень высоких, без FSR, чистый Full HD с видеокарты 4070 Super, и видим в первом тесте у нас, ну так, от 180 до 250 FPS. Это с очень большим запасом, хотя обратите внимание, что видеокарта ожидаемо загружена на 40, максимум там 50%, и это то, о чем я рассказывал выше, о том, что 4070 Super слишком избыточная в таком невысоком разрешении, как Full HD, хотя процессор при этом трудится, считая на полную, и выдает там частоту 3900, почти 4200 по всем ядрам, вот. Но иное дело, если поднять разрешение, скажем, до 4К, вот тут уже видеокарта 4070 Super начинает местами выдавать свои заявленные 200 Вт и трудится, ну так, на 85-90%. Фреймрейт при этом скачет от 160 до 240, и температура железа в целом ожидаемая в закрытом маленьком корпусе, а именно видим по некоторым ядрам 75-80+, и это в режиме баланс по умолчанию. Можно, конечно, без проблем вручную поднять скорость вентилятора внутри и чутка, скажем, при этом скинуть температуру, хотя, ну, честно, я не вижу в этом вообще потребности. У нас и так чисто ноутбучный прогрев железа, это 75-80, и это далеко еще не критичный, так что вполне сойдет. Вот. Что ж, в общем-то, едем далее. Теперь давайте усложним с вами задачу. Забудем про бессмысленные Full HD. Там видеокарта, считай, ведут себя как на расслабоне. И будем тестить только в 4К на ультра. И на очереди у нас, конечно же, Cyberpunk. Итак, тут я выставил очень высокие настройки с трассировкой лучей. Плюс к этому все это в 4К с генерацией кадров и DLSS в режиме баланс. Так вот, в общем-то, с такими настройками у нас примерно стабильные 60 в сложных локациях и 70, возможно, 80 в закрытых помещениях. И отчасти можно сказать, что это, ну, достойный результат. Все же ультра настройки с трассировкой, все дела в 4К, но кривая, обратите внимание, кривая фреймтайма все же далека от идеала, от чего я лично на время тестов хоть и видел 60 FPS, но физически картинка не настолько плавная и не прям уж такая стабильная. Конечно, те, кто хотят пройти даже с такой кривой, им все равно, но супер-микро, знаете, мельчайшие микростаторы, они все же есть, и скорее всего это связано с невысокой частотой процессора. 3900, ну может там 4000 или сколько там в общем выдает процессор, это маловато для киберпанка с открытым большим миром. Желательно хотя бы 4500 и выше и так далее. А возможно это даже связано с невысокой частотой оперативной памяти 3200. В общем, с одной стороны вроде бы да, в 4К 4070 Super, считай, выдает почти всю свою мощность, ну точнее не всю там, а 92-94%, и получается, что карте ну чуть-чуть не достает мощности
проца. Конечно, можно пройти, еще раз повторюсь, Киберпанк на этом компьютере без проблем и даже на ультра в 4К, но я уже примерно вижу предел потенциала железа внутри, и он упирается, скорее всего, в процессор и скорость оперативной памяти. Опять же, это был сложный тест, это большой, насыщенный, открытый мир Киберпанка. Иное дело, что-то, скажем, попроще запустить на этом компьютере, например, тоже с открытым миром, но не таким насыщенным, это Forza 5 часть. Тут, если выставить самые эпичные настройки с трассировкой и DLSS баланс в 4К, то получаем так от 80 до 100 FPS с поднятиями или понижениями. И это, еще раз повторюсь, на ультра в 4К с лучами и так далее. Видим, что видяха полностью загружена в данном случае. Тут чуть свободнее себя чувствует процессор, от чего успевает загрузить 4070 Super на полную. Однако эти самые точеные пики маленькие, хоть и очень мелкие, но они все равно остаются на кривой фреймтайма. Не критично, не страшно, вполне нормально, но и не сказать о них тоже было бы довольно странно. Видимо, да, скорость оперативной ноутбучной памяти, ее пропускная способность сделает кривую далеко не идеальной, но в остальном из мини-компьютера можно сделать, скажем так, геймерский, как мы видим, без особых проблем. Блок питания вытаскивает 4070 Super, температура железа хоть и поднимается местами до 80+, но все равно с точки зрения мини-сборки это ноутбучная температура, так что да, интересный получился у нас мини-ПК и с нормальными адекватными температурами. Я бы честно, если и стал бы делать себе универсальным сию сборочку этого мини-ПК, то поставил бы скорее всего сюда обычную 4060 Ti. Она бы меньше грелась, она меньше стоит, и для Full HD или, скажем, 2К ее будет более чем в большом достатке. А 4070 Super это, скажем так, уже для 4К, но нужно понимать, что не везде она выдаст полную свою мощность, упираясь именно в процессор и скорость оперативной памяти. Так что да, если и ставить видяшку в такой мини-ПК, то максимум я бы рекомендовал 4060 Ti. Это мое личное мнение. В остальном даже не знаю, что еще можно добавить. Просто прикольно, что MyBenben занялись воскрешением забытых изделий компании Intel, этих мини-компьютеров. Это очень интересные решения. Да, и по цене, я думаю, нормально, ибо если не считать видеокарты, у меня ушло на это все примерно 72 тысячи. За ПК стоит 60, далее SSD плюс оператива сюда добавляем за 12 тысяч, в сумме выходит примерно 72 тысячи. Если же собирать такой же мини-ПК в таком же маленьком корпусе с блоком питанием золотым на 650 Вт, с материнкой, с Wi-Fi и процессором, то это может выйти, скажем так, примерно 60-65 тысяч. Это по сути все то же самое по цене, плюс-минус. Но это нужно еще, знаете, подбирать, просчитывать, влезет, не влезет, там проводочки все эти. А тут как бы все уже собрано, просто докинуть оперативы с SSD-шника, можно видеокарту, и на этом как бы все. Так что да, мне лично нравится эта тема с мини-ПК. Она интересная, по цене, по крайней мере, это точно. Вот, и на этом, наверное, будем уже заканчивать. Если вам понравилось такое видео, напишите в комментах, что вы думаете насчет такого мини-ПК. А я на этом буду уже, наверное, откланиваться. В общем, увидимся уже очень скоро. Всем желаю не болеть и до встречи на канале. Пока-пока.